Hare Krishna. Let's start now. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita, chapter 2. Which verse were we? 264. 64. Okay. Yes. Ragadvesha vimuktaisthu vishayan indriyaischarn atmavashyai vidheyatma prasadam adhigacchati. Prabhu, can you read? Может быть, да, Прабhu, может вы прочитаете тогда текст? Есть комментарий. 264. Да. Прочитать, да? Да, да, пожалуйста. 54, да? Угу. Но Текст тут... и комментарий. А? Текст и комментарий. Я понял. Но тот, кто следует предписаниям шастр, освободился от привязанности и неприязни и держит свои чувства в узде, может в полной мере обрести милость Господа. Комментарий. Как уже говорилось, можно сколько угодно пытаться подчинить себе чувства, искусственно подавляя их деятельность. Но если чувство не занято трансцендентным любовным служением Господу, такой человек рискует в любой момент пасть. С другой стороны, может показаться, что человек, обладающий сознанием Кришны, чувствует, повинуясь требованиям чувств. Но на самом деле он не привязан к их деятельности. Тело Кришны. Такой человек думает только о том, как удовлетворить Кришну и ни о чем другом. Поэтому он выше мирской привязанности и неприязни. Если Кришна пожелает, преданный может сделать все, что угодно, даже то, чего сам он не захотел бы делать. Но он не будет делать того, что обычно доставляет ему удовольствие, если это не угодно Кришне. Иначе говоря, действия преданного не зависят от внешних причин, ибо он действует только по указанию Кришны. Такое сознание есть следствие беспричинной милости Господа, и преданный может обрести его, даже если у него еще сохраняется привязанность к деятельности на уровне чувств. Нет. Okay. So we have the first question. How do materialists act with relation to their senses? Как материалисты поступают в отношении своих чувств? Отвечайте у нас. Да, Прабhu, может быть, вы ответите тогда? Тут тексты небольшие. Будем по одному тексту отвечать. It's not mentioned here, but you have to just say it out of your own experience. How do materialistic people act with regard to the senses? Тут в вопросе прямо не говорится, но подразумевается, что ответить нужно из своего опыта, как материалисты поступают в отношении своих чувств. Do the senses, do they control the senses or the senses control them? Кто кого контролирует? Материалисты контролируют свои чувства или чувства материалистов их контролируют? Может, вы ответите тогда? То я, да? Да. Материалисты, они контролируют свои чувства. Если у них какие-то желания возникают, то они идут на поводу этих желаний и любым способом удовлетворить свои чувства. Materialists usually don't control their senses. They are controlled by their senses, and if they have some desire, usually their senses force them to fulfill this desire. Okay. And
how do dry renouncers deal with the sense enjoyment? Those who are trying to renounce, what do they do? Люди, которые так вот отрекаются, следуют сухой философии, как они с чувствами поступают? Я Прабу, вы не будете отвечать? Я могу ответить, да. Да. А кто, как бы сказать, пытается подавлять свои чувства каким-то искусственным образом на уровне вот сухой как бы философии, они все равно рано или поздно у них накапливается, и вот эта плотина, она прорывается, и вот чувства, они снова как бы вступают в активную деятельность, то есть они падают как бы с этого уровня контроля чувств. Regarding dry renouncers, they artificially try to stop their senses from action, and they may succeed for some time, but sooner or later the senses force themselves out, and those renouncers fall down. Okay. And what about devotees who are not fully on the transcendental platform? They're also attached to their senses, but how do they control the senses? Ну, а что можно сказать о преданных, которые не находятся на трансцендентном уровне? Они ведь тоже привязаны к чувственным удовольствиям. Как они пытаются контролировать свои чувства? We know that, so many things, attractive things may be there for eating or, enjoying so many other things in this world. But devotees may also, if they given a chance, they might also enjoy. But why are they able to control? Потому что таких преданных тоже привлекают какие-то вещи, там вкусная еда, еще какие-то удовольствия. Если дать им возможность, они тоже увлекутся этими вещами. Как же им удается контролировать чувства? Да, Прабу, это же к вам все так же пока, по этому тексту. Хорошо. Да. Преданные естественным образом, удовлетворяя Господа, служа Господу, даже имея какие-то желания, связываясь с Господом, они как бы по милости Господа могут контролировать свои чувства. Devotees dovetail their desires with the service of the Lord, and thus control of the senses comes naturally. Yeah, that's why we have to see everything in connection with, can I use this in the service of Krishna? Вот почему все нужно рассматривать с такой точки зрения. Можно ли это использовать в служении Кришне или нет? My Guru Maharaj, he said that when, some years back, when he was traveling by the flights, and then those days, there were not personal, where you can watch films and all that. The screen was common for every few seats. There was a big screen, and they would be playing something, film or something there. Гуру Махарадж мой рассказывал, сколько-то лет назад, достаточно давно, он много летал на самолете, и там показывали фильмы, там не индивидуальные экраны, как сейчас, а один экран на группу кресел, то есть, невозможно не смотреть это. So then he would think, is this film something, giving me some knowledge or whatever, we can use it in Krishna's service. И ему приходилось смотреть эти фильмы, и он старался найти там, что хоть что-то связанное с сознанием Кришны, с духовным знанием. And then he would watch. И смотрел вот в таком настроении. If he felt it could be used. Если ему казалось, что хоть как-то это можно связать с But if it was completely mode of passion and ignorance, like, violence and sex and all that, then he wouldn't watch. Но если это совсем уже было что-то, какие-то фильмы страсти, невежестве, там, насилие, секс, тогда он, конечно, не смотрел.
So that is the secret of the devotees, right? Because they do connect everything with Krishna, then if Krishna is not connected with it, they can easily renounce it. Это секрет, которым владеют преданные. Если они могут связать что-то с Кришной, они это используют. Если же Кришны там нету, тогда им не составляет труда от этого отречься. But if Krishna wants, they can do anything. Но если Кришна пожелает, преданный готов сделать что угодно. For example, we see how the Pandavas, they were all different types of people. Например, взять пандавов, они же все были очень разные. You know, Arjuna had more than one wife. He had quite a few wives. He married even Subhadra, sister of Krishna. Арджуны было несколько жен, а одной из них была Субхадра, сестра Кришны. So he did this with full sanction of Krishna. И он взял в жены и других девушек, причем это было с полного одобрения и поддержки Кришны. So it was not that he was, he was not able to control his senses. А не потому, что он чувства не мог контролировать. And then we see Bhima, he could eat a lot. And in fact, he couldn't stop eating. In fact, Ekadashi, that's why he was not able to follow. Если взять Бхиму, у него был вообще очень хороший аппетит, он все время ел, он вообще не мог не есть, поэтому была та известная история, когда он не мог соблюдать Экадаши. So we may be very confused. How is it? He's a pure devotee. Why does he eat so much? And why does he not able to fast? И мы можем думать, ничего себе чистый преданный, сколько ест и даже не может поститься в Экадаши. But because a pure devotee's senses are completely controlled by Krishna. Но чувство чистого преданного полностью контролирует сам Кришна. And for the Leela, Krishna had them have different characters like that, Kshatriya, И ради лилы Кришна устроил так, что у этих преданных у каждого был свой характер такой кшатрийский. And that's why, so it's not stereotyped, devotional service. Так что в преданном служении нет места стереотипам. Because a devotee can use any activity for the pleasure of Krishna. Преданный может любую деятельность использовать для удовлетворения Кришны. Okay, any questions or anyone wants to share something? Есть ли вопросы или, может, вы хотите поделиться чем-то по этой теме? How you dovetailed maybe something you were attached materially, but you overcame that attachment by using it in the service of Krishna. Может быть, у вас есть какой-то опыт того, как вы свои материальные привязанности заняли в служении Кришне. Да, вот иногда возникает сомнение, вот насколько я действительно могу занять в сознании Кришны что-то, то есть насколько чисто это желание занять служение Кришны, насколько оно одухотворяется благодаря тому, что я пытаюсь это сделать. Personally, sometimes I feel doubts about being able to engage some of my propensities in Krishna consciousness because I'm not sure that this desire to engage is pure. То есть, допустим, мы даже вот предлагаем Кришне бхогу, а вот насколько он ее принял, вот в чем вопрос. For example, I may offer bhoga to Krishna, but I'm not sure to what extent he has accepted it. Можем ли мы быть уверены всегда, что Кришна принимает? Can we be always sure that Krishna is accepting whatever we're offering him? See, we don't know whether Krishna will accept from us. That's why we give it to our Guru. And we just ask him to offer. Мы не уверены, будет ли Кришна от нас что-то принимать, поэтому мы предлагаем своему гуру, а гуру уже предлагает Кришне. And we chant the mantras, and then the Guru will take care. Мы читаем пранаму духовному учителю, и гуру уже позаботится о том, чтобы это было предложено. And Gaur-Nitai are so merciful. Ну и потом горы Нитай, они же очень милостивы.
But we should make sure that we don't offer things which is not normally acceptable by Krishna. Ну, единственное, не нужно предлагать то, что обычно Кришне не предлагают. But you know, Prabhupada, I may have mentioned it before, Prabhupada knew how to engage all propensities. So a person, a devotee, he said, he was chanting about 3-4 rounds, and he said, Prabhupada, I'm not able to stop drinking. Я, наверное, уже рассказывал эту историю. Шрила Прабхупада умел все задействовать в служении Кришне. Там был начинающий преданный, который при этом продолжал выпивать. Он, может быть, 3-4 круга повторял. So then Prabhupada said, okay, before drinking, you offer it mentally to Krishna. И Шрила Прабхупада ему посоветовал, прежде чем выпить спиртное, мысленно предложить его Кришне. And, you know, so not really, I mean, not put tulsi leaf and offer, but just mentally, Krishna, please accept this first before drinking. Ну, не в прямом смысле, не то, что он там ставил бутылку и листьев тулоси туда бросал и предлагал, ну, в уме как-то. And the devotee, because he did that very quickly, he overcame the taste for drinks because he was thinking of Krishna when he was drinking. And then that gave him a superior taste. And because he dovetailed it with Krishna, he was able to overcome that material attachment. И очень быстро этот преданный бросил пить. Почему? Потому что когда он как бы предлагал это спиртное Кришне, он думал о Кришне. Он очищался в этот момент, и вскоре более высокий вкус, связанный с Кришной, взял верх над этим низменным вкусом, привязанностью к спиртному. Да. А вот если, допустим, у преданных иногда возникает там желание, допустим, не знаю, квас попить, там еще что-то, там мороженое съесть или магазин, могут ли они тоже как бы, ну, в кафе там какой-то сходить, то есть как-то предложить Кришне, то есть хотя бы так, то есть непреодолимое, ну, предложить Кришне в конце концов. Well, sometimes devotee may have a desire to eat some ice cream or to drink some soft drinks. Is it okay if from time to time a devotee goes to a cafe and offers that to Krishna? Yes, as long as it doesn't have forbidden things inside it, like, you know, egg or something, you have to make sure. Then you can offer it, or you can even chant Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu and have it. Ну да, ну только надо смотреть, что там в составе не было никаких нехороших вещей. Ну, можно там через Шри Вишну предложить и съесть. So you can have ice cream. Да. The soft drinks are not good for health. So it can better to avoid Coca-Cola and things like that. Что касается мороженого, да, я квас не стал переводить, потому что как я квас переведу по-английски, я просто сказал всякие газированные напитки. Вот. А что касается газированных напитков, то в них ничего хорошего для здоровья нет, особенно в Кока-Коле и других подобных вещах. But in principle, you can have it. You know, you can just say Sri Vishnu 3 times and have it. Но в принципе, да, только Шри Вишну скажите 3 раза. Да, да. Ну просто, да, бывает просто, знаете, как это, когда уже бывают просто привычки вот эти у людей, так иначе они есть. И, конечно, в идеале, конечно, совершать все эти, в идеале, как бы в чистоте все, просад предлагать. Ну, кто знает, бывает там дороги, там все что-то закрывает. Because on the one hand, devotees may still have habits of taking those foods and drinks, and on the other hand, we may have situations where we're traveling and we're not able to offer everything in normal way. We have to improvise. Yeah. Anyway, whatever it is, if you're too attached to something, then you offer it and have, then automatically. Если вы привязаны к какой-то пище, ее предлагаете, и естественным образом вы преодолеете эту привязанность. Да. Как только у нас видео что-то как-то повернулось. Mataji, your video is
still and we don't hear you. С интернетом там, наверное. Ну, подождем. Hello. Сигнал пропал. Я позвоню сейчас, попробую позвонить. Спасибо. Спросить. Не проходит звонок. Что пропал? Давайте вы что-нибудь расскажете пока интересное по теме. Я просто вижу, как преданные, как сказать, они скрывают вот эти вещи, то есть они пьют там квас, там еще там иногда встречается. Вот, но на самом деле вот ПремаПадмини она интересно сказала, что, ну, в принципе, если предлагать Кришне, он Шри Вишну 3 раза, то есть вероятность, что со временем эти привычки станут под контроль Господа. Видите, даже алкоголик там выходил из своего такого состояния через предложение Господу, говоря Шри Рупаде, раз уж не мог он никак с этими привычками бороться, что у нас многие преданные искон даже уходят из-за того, что, ну, как бы для них слишком там все жестко становится со временем. У нас очень возвышенные цели, на самом деле, здесь. И если полностью взять все как должно быть, то, конечно, этикет, он такой суровый становится. А с другой стороны, если это мешает сознанию Кришны, то надо это, мне кажется, как-то, ну, в данном случае ПремаПадмини объяснил, как действовать. Вот. Не знаю, это как бы будет интересно. Может, обсудим? Я вот, Прабу, как думаете? По поводу вот этих привязанностей. Да, то есть есть какие-то привязанности, есть, которые у человека преданно остаются, и можно ли, то есть как вот вы там справляетесь с этим, интересно, ваш опыт. Поможет ли вам вот это? Или может вы так и делаете, да? Может вы уже преодолели все свои привычки, наклонности, которые остались в кармической жизни? Ну, я вот так и делал, в принципе, когда я вот познакомился с сознанием Кришны, вот, через книги Прабхупады, я, ну, не знал ни преданных, никого, и я пытался вот этому следовать всему. Ну, в самом начале я понял, что да, надо все-таки как-то Кришной связать, предлагать ему. Я ему предлагал и сигареты, и, там, и вино. И самое интересное, да, что мне стало так противно курить, потом я быстро бросил, буквально в считанные дни. Вот, также и со всем остальным. Например, у меня была вот привязанность, ну, к какой-то красивой одежде. Вот. И, ну, я понимал, что ну, там деньги тратить не хотелось, там, на какие-то вещи там. Ну, каким-то образом Господь, Он исполнял мои желания, и я получал эти вещи, ну, как бы очень дешево, на самом деле. И потом просто я начал преданным дарить разные вещи, и как бы у меня вот эта какая-то зависимость, она ушла уже от вещизма. Вот. Да, здорово, спасибо. Да, правда, там Матаджи ПремаПадмини подключилась, но звук не слышно. Don't hear. Мы не слышим вас, ПремаПадмини, Матаджи. Mataji, is your mic on because we don't hear you? Yes.
Shall we go to text 65? Ну что, переходим к 65-му тексту. Yes. Prasade sarva dukkanam hanir asyopajayate prasanna chetaso hi asu buddhi paryavatishtate. Может, может, вы сами прочитаете? Для того, кто, идя этим путем, обрел удовлетворение сознания Кришны, уже не существует тройственных страданий. Благодаря этому удовлетворению разум человека быстро становится устойчивым. So, how is it that in divine consciousness the miseries don't exist? Почему для того, кто находится в божественном сознании, не существует страданий? Может, вы тогда и ответите? Вы знаете, мне трудно переводить, мне придется сейчас переводить две стороны. Давайте я буду просто переводить. А вы будете отвечать с Дайлом Прабу. Ну, может, кстати, еще Владимир Прабу подключится, а вот у нас Владимир присутствует. Владимир Волков Прабу. Если вы готовы с нами пообщаться, может быть, тогда сможете выйти на связь. Вот. Так, ну ладно. Нитян Сарпар, может, повторить вопрос тогда? Почему для того, кто в божественном сознании находится, не существует страданий? Okay, we'll read the next verse also and then discuss. Давайте мы еще один стих прочитаем, потом мы уже ответим на вопрос, здесь комментариев нет. Nasti buddhir ayuktasya nacha yuktasya bhavana nacha bhavayatah shantir ashantasya kuta sukham. Тот, кто не установил связь со Всевышним в сознании Кришны, не способен одухотворить свой разум и сосредоточить ум. Такой человек не знает умиротворения, а без умиротворения разве можно быть счастливым? Комментарий. Тот, кто лишен сознания Кришны, не знает умиротворения. В 5 главе Бхагавад-гиты, стих 29, сказано, что подлинное умиротворение человек обретет только тогда, когда поймет, что Кришна наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами всего аскетизма, что он верховный повелитель всех планет во Вселенной, истинный друг всех живых существ. Если человек не обладает сознанием Кришны, его ум будет бесцельно блуждать, не приходя ни к какому выводу. Все беспокойства ума вызвано отсутствием высшей цели, и когда человек наконец понимает, что Кришна верховно наслаждающийся, владыка всего сущего и друг каждого, его ум успокаивается, и он обретает умиротворение. Вот почему тот, чья деятельность не связана с Кришной, всегда чем-то обеспокоен, чем бы он ни занимался и как бы ни пытался создать видимость умиротворенности и духовности. Сознание Кришны – это естественное умиротворение, обрести которое можно только в общении с Кришной. Вопрос какой? The question is the same that you already asked. Yes. So, how can we be happy in Krishna consciousness? Как можно обрести счастье в сознании Кришны? Так. Сейчас включим видео. What is the disturbance due to? Why do we experience disturbance? Why do we experience what? Disturbance. Difference. Disturbance. Why are we disturbed? Disturbance. Почему вообще, какова природа беспокойств? Что доставляет нам беспокойство? Да, наш ум доставляет беспокойство, потому что он не связан с Кришной. И весь этот мир, он направлен на то, чтобы вернуть живое существо на служение Господу. The cause of the disturbances is our mind, and the purpose of the world, of the whole world, is to bring us back to Krishna consciousness. Yes, but also because we think that we are the enjoyers, right? We are the center of our life. We are the enjoyers. We are the controllers. This is what we think. Да, и еще проблема в том, что мы считаем себя центром мироздания, наслаждающимися и контролирующими. And so we suffer when things don't happen the way we want.
И поэтому, когда все идет не так, как мы хотим, мы страдаем. But when we understand that Krishna is the supreme controller of my life, Но если мы поймем, что Кришна в конечном счете контролирует нашу жизнь, and I am his servant, so he is the enjoyer of everything. что Кришна всем наслаждается, а я его слуга, And he is my best well-wishing friend, so he will do everything that is good for me. Кришна мой лучший доброжелатель, и он действительно заботится о моем благе, Then, whatever may be the situation, we become very peaceful. тогда, какая бы ни была ситуация, мы будем чувствовать умиротворение. We know that Krishna will take care. Мы будем знать, что Кришна о нас позаботится. So when we are peaceful like that, then always we are happy. There's no anxiety. И когда мы умиротворены таким образом, то мы счастливы, то есть у нас нет никаких беспокойств. There's no fear at all. И никакого страха тоже нет. Srila Prabhupada mentions how he had to stay back in Kolkata during the World War II because his wife wanted to stay back in Kolkata. All other people were evacuated from Kolkata. Когда началась Вторая мировая война, Калькутту эвакуировали, но жена Шрилы Прабхупады отказалась уезжать, поэтому Шриле Прабхупаде пришлось вместе с ней остаться в Калькутте. Because bombs were falling on Kolkata. Эвакуировали, потому что Калькутту бомбили. But when Prabhupada saw those bombs coming, he thought, this is Krishna. Krishna in the form of, whatever, of my death, and if Krishna wants, I'm ready to die. So he was not at all afraid. И когда началась бомбардировка, стали падать бомбы, Шрила Прабхупада думал так, что эти бомбы — это Кришна, это моя смерть. Если Кришна захочет, чтобы я умер, что я могу поделать? Если Кришна хочет But he меня had full faith защитить, that Krishna, yeah. то ничего со мной не случится. But he had full faith that Krishna will protect me. So because he couldn't avoid it, he just surrendered to the situation. Он ничего не мог сделать в этой ситуации, он не мог уклониться от этой ситуации, поэтому он полностью полагался на защиту стороны Кришны. So this is the real secret for a devotee's happiness. И в этом и есть главный секрет счастья преданного. When we, when we just depend on Krishna for everything, Мы зависим от Кришны во всех отношениях. and we establish a relationship with him that you are the master and I'm your servant. И мы устанавливаем с ним отношения такие, что мы его считаем своим господином, а себя его слугой. Then our mind becomes completely peaceful. И тогда наш ум полностью умиротворяется. Whatever Krishna wants, he can give or take away. I'm just, surrendered to him. Кришна может дать нам что угодно, а может забрать у нас что угодно, мы полностью вручаем себя ему. And why am I able to be like that? И как нам удается находиться в таком сознании? Because Krishna promises in the Bhagavad Gita that to one who is surrendered to me, I carry what he lacks and I preserve what he has. Потому что Кришна сам обещает в Бхагавад-гите, если ты вручишь себя мне, я сохраню то, что у тебя есть, и дам тебе то, чего тебе не хватает. Whenever we deviate from this consciousness, immediately so many things, occupy our mind and make us very, disturbed or serious or anxious and so on. В отсутствии такого сознания наш ум тут же переполняется разными беспокойствами. So even the Mayavadis, that's why it says, Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakala Ashanti. Those who are bhuktis, I mean those who want to enjoy this material world, and those who want some perfections, mystic perfections through yoga, or even jnanis, all of them have something. Jnanis want liberation. So they're all desirous of something other than Krishna, and so they're always disturbed. В этом стихе из Чайтанья Чаритамриты говорится, что все бхукти, мукти и ситхи, они испытывают беспокойство. Бхукти
Это те, кто хочет наслаждаться в материальном мире, мукти – те, кто хотят обрести освобождение, а ситхи – те, кто хотят добиться йогических совершенств. Все они полны беспокойств. And because the devotee, he has developed his relationship with Krishna as a servant, then he has no other desire. А у преданного нет беспокойств, потому что он находится в отношениях слуги с Кришной, и у него нет каких-то собственных желаний. So he is always peaceful. Поэтому он всегда спокоен. So the most important thing we need to do, that's why Chaitanya Mahaprabhu has given us, is to chant the Hare Krishna mantra and want to render a service to Krishna and the Vaishnavas. Поэтому Чайтанья Махапрабху давал такое наставление, что нужно повторять мантру Харе Кришна и служить вайшнавам. Okay, any questions or comments, or you want to share something? Есть ли вопросы, комментарии, есть ли желание поделиться чем-то в связи с этим? We'll go to the next verse. Because Prabhu was saying we should finish the second chapter before this year. Тогда мы переходим к следующему стиху, поскольку Шачная Прабху дал наставление в этом году закончить 2 главу. Ну, если это нужно, то можем попробовать. Вот. Да. Шачная Прабху confirms. Okay. Indriyanam hi charatham janmano nividiyate tad asya harati prajñam vayu navam ivam basi. Давайте, может, я буду читать, чтобы быстрее было, да? Как сильный порыв ветра уносит лодку, тогда же одно свободно блуждающее чувство, на котором сосредоточен ум человека, может увлечь за собой его разум. Комментарий. До тех пор, пока все чувства преданного не будут заняты служением Господу, даже одно из них, ищущее мирских удовольствий, может заставить его сойти с духовного пути. Как яствует из приведенного ранее примера Махараджа Амбариши, все чувства необходимо занять практикой сознания Кришны, ибо это единственный верный способ обуздать ум. So what is the example of the boat on a water? Здесь есть пример с лодкой. Кто может его раскрыть? I can't read. What is this Prabhu's name? Здесь у нас два Владимира Волкова. Вы можете кто-нибудь из вас двоих ответить? Из двух Владимиров. Владимир Лемешко, если что. Что? Владимир Лемешко похож, наверное, ответить похоже. Владимир Прабhu. How is the boat in a lake? If it's very windy, then what happens to the boat? Представьте себе лодку на озере и сильные порывы ветра. Что происходит с лодкой? Харе Кришна, да, добрый день. Утро. Ну, пример, я так понял, что если лодка, не привязана, не имеет вот твердой связи, не привязана, то небольшой порыв ветра ее уносит вообще неизвестно куда. Это говорит о том, что, если перевести на то, что мы изучаем, то если нет связи с Кришной такой устойчивой, то небольшое увлечение чем-то, чувств может унести от Кришны очень далеко. If the boat is not tied up to the shore, then even slight winds may sweep it away, and similarly, if we have some attraction, even tiny attraction, it may drive us away from Krishna consciousness. Yes, in the beginning, when we're just advancing, then we may have some attachment and still we keep making progress. Да, на начальных этапах духовного пути у нас могут сохраняться привязанности, и при этом мы все равно будем прогрессировать. But we should not think that this will continue forever. I can continue with this attachment and still make progress. Но не нужно думать, что так будет продолжаться вечно, что можно сохранить эти привязанности и при этом прогрессировать.
many great advanced devotees have also fallen down because of this. Это, непонимание этого факта стало причиной падения очень многих возвышенных преданных. There was a senior Maharaj who was just, other things. I mean, he was fine, but then he had this tendency, attachment of seeing some films on TV or the internet. Attachment to what? Watch films. Был один Махарадж, у него была привязанность, он любил фильмы смотреть по телевизору, в интернете. So, so then what happened? Okay, initially when you are advancing, you can dovetail. But I mean, what he was watching, maybe slowly what happens, this is what happens. Maya enters. If you have some attachment, then maybe in the beginning it's not really affecting you, but Maya is just looking for an opportunity to enter somewhere and pull you down. На начальных этапах духовного пути это было бы, может, и ничего страшного, но в его случае он оставил такую лазейку для Майи, а Майя только ищет какую-нибудь лазейку, чтобы пробраться и стащить нас с духовного пути. And that's why we should quickly see that everything is Krishna conscious, and that we don't have any weakness that is keeping us away from fully surrendering to Krishna. Поэтому очень важно, чтобы мы были полностью в сознании Кришны, у нас не было никаких слабостей, через которые нас можно отвлечь от преданного служения. Otherwise, the mind, and especially if the mind starts becoming agitated and disturbed, that is a very, very dangerous situation. Особенно опасной ситуацией становится, если от этих привязанностей наш ум становится беспокоен и увлекается этими вещами. And we shouldn't allow ourselves to be carried away till we reach that situation. Нельзя позволять, чтобы ум нас уносил прочь там в каких-то ситуациях. Because then we lose our intelligence and completely fall down into material consciousness. Если мы теряем контроль над умом, дальше следующий этап, мы теряем контроль над разумом, и дальше мы просто полностью уже погружаемся в материальное существование. Okay. Anyone wants to say something about this? Какие-то комментарии? Okay, we go to text 68. Tasmad yasya mahabaho nigrihitani sarvasya indriyan indriyatebhyas tasya prajna pratishtitha. Стих 68. Поэтому, о могучей руке Арджуна, тот, кто отстранил свои чувства от объектов чувств, несомненно, обладает устойчивым разумом. Комментарий. Преодолеть тягу к чувственным удовольствиям можно только с помощью практики сознания Кришны, заняв все свои чувства трансцендентным любовным служением Господу. Для победы над врагом нужны превосходящие силы, и точно так же, чтобы одолеть чувства, недостаточно собственных усилий, необходимо все время занимать их служением Господу. Того, кто понял, что обрести устойчивый духовный разум можно только с помощью сознания Кришны, и что этой практикой необходимо заниматься под руководством истинного духовного учителя, называют садакой или достойным освобождением из материального плена. We have a note here in the module to this. Yeah, yes. Should I read it? Okay. Здесь небольшое еще примечание к этому стиху. Существует два типа ума. Первый применяет чувство для неограниченного наслаждения, а второй для трансцендентного любовного служения Господу. Материалисты думают о таком человеке, что он сумасшедший, раз применял все мирские удовольствия на что-то заоблачное. Материалист видит духовного человека как кого-то, кто упускает все удовольствия жизни, а духовный человек опечален тем, что материалист разрушает себя в чувственных наслаждениях, не интересуясь духовной жизнью. Это из лекции Шрилы Прабхупады по Бхагавад-гите в Лос-Анджелесе, 68 год. Actually, once Tamal Krishna Maharaj was telling Srila Prabhupada, "Oh Prabhupada, I have so many services, and then more and more services are coming. I don't know. I don't even have time for anything."
Тамал Кришна Госвами жаловался Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупад, у меня и так уже много служений, а тут еще постоянно что-то сваливается на мою голову. У меня просто нет времени все это делать. Then Prabhupada said, oh, that is very nice. I'll give you more service. Шрила Прабхупад сказал, о, это замечательно, я тебе еще служение добавлю. So that Maya cannot enter your mind at all. Чтобы для Майи никакого места у тебя не осталось уже. So should we be asking for more service, or should we think it's too much? Or we get upset with people who are giving us many services. Что нам нужно делать? Просить, дайте мне еще служение, или расстраиваться, если нам пытаются еще какое-то служение предложить? Because all intelligence is coming through rendering devotional service. Разум развивается через преданное служение. So if you find there's too much services coming our way, we should see how much can I do, and other services, how much can I take help of others and get it done. Если вы чувствуете, что вы перегружены преданным служением, посмотрите, какое служение кроме вас никто не сделает, его оставьте, а в остальном попытайтесь привлечь помощь других преданных. Because it is the devotional service which are really keeping us in Krishna consciousness. Потому что именно преданное служение позволяет нам оставаться в сознании Кришны. Even if after understanding the philosophy, if you're not doing devotional service, we can easily fall down. Если даже мы поймем всю философию, но при этом мы не будем заняты преданным служением, то, скорее всего, падения нам не избежать. And especially preaching, because that's very dear to the Lord, we should hanker for doing more preaching. А преданное служение — это в первую очередь проповедь, потому что это служение очень дорого Господу. Мы должны жаждать этого служения. Yes, anyone has something to say about Есть ли this? вопросы или добавления? And also the fact, okay, we'll go to the next verse. Yes, where did we do 69? Oh No, no, we didn't do. 69 we are Okay. doing now. I've read the notes Okay. to the next verse. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने. Стих 69. То, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования. Когда же все существа пробуждаются, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь. Комментарий. Существует два типа разумных людей. К первому относят тех, кто успешно использует свой разум, занимаясь материальной деятельностью ради чувственных удовольствий. А ко второму тех, кто склонен к самосозерцанию и стремится постичь свое истинное «я». Занятие погруженного в самосозерцание мудреца или мыслителя словно темная ночь для тех, кто поглощен мирскими делами. Ничего не зная духовной науки, материалистичные люди спят во тьме невежества. Однако для мудреца, чей взор обращен внутрь, их ночь – время бодрствования. Я духовным путем мудрец испытывает трансцендентное блаженство, тогда как мирские люди, глухие к духовной науке, видят во сне разнообразное чувственное удовольствие, которое иногда приносит им счастье, а иногда страдания. Человек, занятый самосозерцанием, стоит в стороне от мирских радостей и страданий. Он продолжает духовно совершенствоваться, не обращая внимания на внешние обстоятельства. So when they asked Prabhupada, what is this night and day? What is night for us is day for the other, and so on. Prabhupada said, you can easily understand. We like to get up early and do Mangalarti, and that is the time the materialistic people want to sleep. And we like to sleep early in the night, and that is the time when materialistic people want to be awake and enjoy. So this is night and day in, graphic explanation. Шрилу Прабхупаду попросили объяснить вот эту, что значит ночь для одних, день для других. Это очень просто. Утром мы встаем рано и проводим Мангаларати, а материалисты в это время спят. А вечером мы рано ложимся, а материалисты в это время бодрствуют. Вот такое графическое объяснение этого стиха. Что значит день для одного, ночь для другого и наоборот. So you must have experienced that, people criticizing you and telling you that you're wasting your life.
Наверняка у вас были ситуации, когда вас люди критиковали, говорили, на что ты тратишь свою жизнь. And we think that they are wasting their life. А мы про себя думали, а ты-то сам на что тратишь свою жизнь. But that's how it is. Krishna himself says that there's a difference between these two intelligent people, one who's intelligent spiritually and the other is just intelligent to gratify his senses. Так что не удивляйтесь, Кришна говорит, вот такой дуализм присутствует. Один человек имеет духовный разум, а другой человек имеет материальный разум. Он разумен в том плане, что он знает, как чувства удовлетворять, и никогда они не сойдутся вместе. So Krishna is saying, don't be disturbed by all this criticism. Поэтому Кришна призывает не беспокоиться от подобной критики. And Prabhupada said that to your family members who are materialistic, you can say, okay, yes, don't argue with them, but you do whatever, is the correct thing, but don't get into an argument. Если такие споры возникают с родственниками, которые не принимают сознание Кришны, Шрила Прабхупада говорил, можно соглашаться с ними, да, и делать по-своему, просто чтобы не было таких раздоров. Okay, text 70. Apuryamanam achala pratishtam samudram apa pravishanti yadvat tadvat kamayam pravishanti sarve sashantim apnoti na kamakami. Стих 70. Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, а не тот, кто стремится удовлетворить свои желания. Комментарий. Хотя океан всегда полон, он постоянно пополняется водой, особенно в сезон дождей. Но, несмотря на это, он никогда не выходит из берегов. Нечто подобное можно сказать и о человеке, который обрел сознание Кришны. Пока у нас есть материальное тело, оно будет требовать чувственных удовольствий. Однако преданного такие требования не беспокоят, ибо он черпает удовлетворение в самом себе. Тот, кто обладает сознанием Кришны, не испытывает никаких потребностей, поскольку Господь удовлетворяет все его материальные нужды. Подобно океану, такой человек всегда самодостаточен. Желания могут возникать у него в уме, словно реки, впадающие в океан, однако они его нисколько не беспокоят, он не прельщается чувственными удовольствиями и просто продолжает заниматься своим делом. Вот признак человека, развившего в себе сознание Кришны. Хотя у него возникают разные желания, он не стремится удовлетворить их, ибо его не интересует чувственное удовольствие. Он черпает удовлетворение в трансцендентном любовном служении Господу и потому всегда безмятежен, как и океан в тихую погоду. Тот же, кто пытается удовлетворить свои желания, добиться успеха в мирской жизни или даже обрести освобождение, лишены покоя. Карми, стремящиеся к плодам своего труда, гьяни, ищущие освобождения, и йоги, жаждущие мистических совершенств, все они несчастны, потому что их желания остаются неудовлетворенными. Но человек, обладающий сознанием Кришны, счастлив, служа Господу, ибо у него нет желаний, не связанных с преданным служением. Он даже не пытается освободиться из так называемого материального плена. Одним словом, у преданного Кришны нет материальных желаний, он всегда умиротворен. So can you explain the example of an ocean, how rivers are constantly coming on it, and what happens to the ocean with our material desires? Can you explain? Примите пример с океаном, эту аналогию, как в океан впадают реки, он не выходит из берегов, и как материальные желания впадают в океан ума, и у преданного, это не беспокоит. Могу я ответить? В океан впадает очень много рек, большое количество постоянно воды, огромное количество воды впадает, но при этом уровень океана, он как был, так и остается, и не меняется особо сильно. И более того, мы несмотря на то, что происходят какие-то бури, волнения, он все равно не выходит из берегов. Great amount of water is entering the ocean. All the rivers are carrying the waters there, but still the ocean stays in its shores and is not disturbed by that. And similarly, for a devotee, what happens? Подобно океану, что вот в самом преданном, если... То есть преданный, когда какие бы чувственные наслаждения вокруг него не происходили, чтобы какие бы желания к нему не приходили, он все равно остается предан Кришне и сохраняет свою практику духовную.
Whatever sense enjoyments are surrounding a devotee, whatever desires are occurring in his mind, he remains stable in his devotional practice. Если он в таком настроении находится, то у него всегда внутри сердца есть наслаждение, умиротворение, несмотря на внешние факторы. And if he is in such a mood, he is always peaceful inside. Okay. He knows that Krishna is always, whatever he requires, Krishna will fulfill it. Right? Да, он знает, преданный знает, что если ему что-то требуется, Кришна даст ему это. So he doesn't waste his time thinking of extra things. Поэтому он не тратит время на размышления о каких-то вещах, которых у него нет. And we know that is a source of misery. If we start hankering for something which doesn't come very, naturally or quite easily, then we have to do great hard work for that. Потому что это становится источником страданий. Преданный знает об этом. Вещи, которые не приходят легко или сами собой, вещи, о которых приходится размышлять, как их получить, они в итоге становятся источником страданий для нас. And that gives us so many other negative emotions as well. И кроме того, они еще порождают многие другие негативные эмоции. Envy of other people, Зависть другим людям, например. greed for more and more, Жадность, желание обладать еще большим количеством вещей. lust to enjoy more. Похоть, желание больше наслаждений. And these things are the gateways to hell. И все это врата, ведущие в ад. So this is the best. Why the devotee is peaceful is because he is completely satisfied in his service to Krishna. Почему преданный умиротворен? Потому что он полностью доволен своим служением Кришне. Yeah, any questions or Есть ли comments? вопросы или комментарии? Okay, we go to 71. Vihaya kaman yasarvan pumams charat nisprihaha nirmamo nirahankara sashantim adhigacchati. Стих 71. Истинное умиротворение. Что? Да, к сожалению, получается, не могу больших трансляций проводить. Можно предложить в следующий раз. У нас же еще будет 2 встречи, по сути. Вторники, 2 вторника еще есть у нас. Shashnaya Prabhu is stopping us. He has to stop the translation, and he says that we still have two days before the year end, and his proposal is to stop now. Oh, okay, fine. Конечно, ПремаПадмини согласится, то у нас тут можно в следующий вторник, вот, в следующей неделе провести. If you agree, we could continue next Tuesday. Okay, yes. Хорошо. Shri Gurudev ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Shri Bhagavad Gita Granth Raj ki jai. Да. Mancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyascha pattanam pavanam vaishnavibhyo namaha. Anantapurti Vaishnavant ki jai. Как всегда, на самом интересном месте все завершилось. Харе Кришна. Харе Кришна.